Представьте картину. Переговоры должны быть 1 февраля, но в последний момент все уезжает на 4-5 февраля. Официально просто графики не сошлись. Неофициально, без ключевых американцев, смысла начинать нет. А за пару дней до нового раунда глава РФ-ПИ Кирилл Дмитриев оказывается в Майами и встречается с людьми из команды Дональда Трампа. Случайность? Или это тот самый закулисный этаж, где решают реальные условия, а публичные переговоры потом просто оформляют бумажками? Напишите в комменты прямо сейчас, это нормальная дипломатия или же пахнет тайной сделкой США и России? О чем же этот выпуск? Сегодня разберем 3 вещи, почему сдвинули переговоры с 1 февраля на 4-5 февраля и что реально могло сломать дату. Зачем Кирилл Дмитриев снова летал в США и почему именно туда и именно сейчас? Где тут факты, а где уже начинается поле для конспирологии и кому она вообще выгодна? Перенос переговоров, что сказали официально. Вторая встреча в Абу-Даби действительно перенесена на 4-5 февраля. Об этом публично говорят и со стороны Киева, и со стороны Кремля. Официальная формулировка Дмитрия Пескова простая. Потребовалась дополнительная стыковка графиков 3 сторон. Та же логика звучит и в западных сообщениях. Задержка из-за конфликтов, планирования. То есть банально не собрались все, кто нужен. И вот тут главный провокационный момент. Если это правда просто графики, тогда почему дата ломается ровно на несколько дней, а не на неделю, 2 или же месяц? Почему именно 4-5 февраля, да еще и посреди недели? Или все-таки появились обстоятельства, которые нужно было срочно обсудить в личном формате? Официальная версия, которую все шепчут, но редко пишут крупно. Есть версия куда интереснее. Переговоры не стали проводить 1 февраля, потому что не было ключевых американских посредников. Некоторые российские издания прямо указывают, что без фигур уровня Стив Уитков и Джаред Кушнер предметный разговор не взлетает. А ведомости описывают логику следующим образом. Украина не хотела встречаться без участия США, а на 4 и 5 февраля уже подтверждена именно трехсторонняя встреча. То есть перенос может означать не мы заняты, а мы не собрали тех, кто реально принимает решения. Вот это куда более вероятный сценарий. А что же там в Майами? Майами, что известно про визит Дмитриева. Без фантазий. Теперь самое вкусное. Факт первый. Кирилл Дмитриев сам показал, что снова в Майами, выложив пост с картой полета. Факт второй. Reuters еще 30 января писал, что Дмитриев едет в Майами для встреч с представителями администрации Трампа. Факт третий. Были сообщения о встрече Дмитриева с американской делегацией 31 января. И обе стороны описывали контакт как продуктивный, конструктивный. Но, собственно, как могло быть иначе? Факт четвертый. Детали содержания публично не раскрывают. Кремль прямо дает понять, что подробностей не будет. И вот теперь вопрос, который вы должны задать себе прямо вслух. Почему ключевой экономический переговорщик России летит в США до следующего раунда, а затем переговоры сдвигаются? Так зачем он туда летал? 3 версии, которые звучат логично. И здесь я разделяю ровно на 3 сценария. Ни один не доказан как истина, но каждый цепляется за реальные факты. Версия первая. Экономический трек, санкции, деньги, условия. Дмитриев не просто участник, его называют человеком, который ведет экономическую часть и рабочую группу по экономике. А значит, тема этих всех обсуждений может быть максимально приземленной. Например, какие ограничения снимаются, в каком порядке, под какие шаги на земле. И если это так, тогда мирные переговоры превращаются в торг. Не про красивые слова, а про списки, сроки, механизмы и гарантированные и гарантийные кнопки. Версия вторая. Подготовка пакета энергетической паузы и контроля. На фоне переговоров звучит тема деэскалации по энергетике и попыток удержать паузу в ударах по инфраструктуре, как минимум на коротком отрезке перед встречей, ну и во время нее. В такой логике Майами может быть местом, где сверяют рамку, что считается нарушением, кто фиксирует, кто отвечает. Версия третья, не только Украина, параллельно горит еще и Ближний Восток. Есть сообщение, что Зеленский допускал изменения дат из-за ситуации вокруг Ирана.
Плюс сам Вытков фигурирует не только в украинском треке, но и на ближневосточной повестке, что влияет на его логистику, то есть передвижение по миру. То есть перенос мог быть банально завязан на «успеть везде». Но тогда снова вопрос, почему не завязано на нескольких людях, если один везде не успевает? А вот в этом видео, вот здесь вот, рассказывал подробно о том, что сейчас происходит вокруг Ирана. Посмотрите обязательно, много чего интересного для себя почерпнете. Тайная сделка США и России, что можно сказать честно. Смотрите, тайная сделка, как громкий заголовок, продается идеально, но давайте по-взрослому. Что подтверждено источниками? Переговоры перенесены на 4-5 февраля. Официальная причина – стыковка графиков. Дмитриев был в Майами и встречался с американской стороной. Но публичных деталей по содержанию этой встречи, конечно же, нет. Что не подтверждено? Что в Майами подписали какой-то тайный договор. Что Украина была вне игры. По данным, она готовит делегацию и едет на переговоры. Плюс планируется двухсторонний контакт Украина-США. Но, и это тот самый важный и очень острый крючок. Когда ключевые разговоры проходят отдельно до обещанного раунда, а после этого меняется дата, людям всегда кажется, что итог уже предрешен. И вот вопрос дня. Кто тут реально пишет правила? Публичные делегации в Абу-Даби или те, кто подготавливает почву в Майами? Напишите в комментариях, какой из вариантов ближе. Это просто логика, ничего сверхъестественного. Это торг по экономике и санкциям. Или же это большой пакет договоренностей. Все готовит за кулисами, а публичный раунд будет витриной. И вот вам финальная связка в цепочку событий. Если хотите продолжить эту линию жестче и прямее, у вас уже есть дальше 2 выпуска. Первый сверху — это «Трамп прижал Зеленского», «Подпиши мир» или «Останешься один». Ну а второй снизу «Метеорологи врут». Мир засыпает снегом, а нам говорят потепление. Выбирайте, что вам ближе, и продолжаем там.